Когда мы слышим слово «Сахара», перед глазами сразу встают бескрайние дюны, палящее солнце и безжизненные просторы. Но за этим привычным образом скрывается куда более древняя и загадочная история. Под толщами песка прячутся следы исчезнувших рек, древних озер и, быть может, утраченных цивилизаций, о которых забыли даже легенды. Многие тысячелетия назад эти земли были зелеными и цветущими. Здесь паслись стада животных, росли деревья, текли полноводные реки и, как считают некоторые ученые, процветали загадочные народы, чьи имена стерты временем. Их изображения до сих пор можно найти на стенах скал Тассилин-Аджер. Таинственные фигуры, охотники, жрецы или, по мнению некоторых исследователей, нечто совсем иное. Но исчезла ли с плодородной почвой память о прошлом? Или все еще затаилась под песками, ожидая своего часа? И, наконец, существует теория, которую боятся произносить вслух, о которой мы сегодня также поговорим. Истина может быть ближе, чем кажется. Но готовы ли мы к ней? Именно об этом сегодняшнее видео. По современным научным представлениям, крупнейшей пустыне на планете Сахаре 1000 лет. Если быть точнее, по последним данным, около 6000. Именно тогда, 6 тысячелетий назад, засушливая пустыня площадью более 9 миллионов квадратных километров была покрыта густым зеленым ковром. Здесь жили целые поселения, мирно паслись домашние животные. Там, где сегодня практически ничего нет, кроме горячего песка, находились зеленые луга и озера, а осадки были настолько обильны, что питали реку Таман-Рассет, несущую свои воды через территорию Зеленой Сахары в Атлантический океан. Река с многочисленными притоками имела длину более 500 километров и могла войти в список длиннейших рек мира. Обнаружить крупнейшую реку помогли в 2015 году трехмерные снимки со спутника. Благодаря им ученые заметили ровные края древних каналов реки, спрятавшейся под современной пустыней. А в Центральной Африке располагалось озеро, получившее название Мега-Чад. Когда-то в древности этот водоем был обширнее Каспийского моря и простирался почти на 388 500 квадратных километров через всю Сахару. Если бы озеро существовало сейчас, то было бы крупнейшим на планете. На снимках, опубликованных НАСА, отчетливо видно, каким огромным оно было. Но что если это было не 6000 лет назад? Ведь иначе просто незачем было изображать буквально несколько столетий назад на средневековых картах полноводные реки и крупные города на севере Африки. Как так получилось, что пустыням 1000 лет, а на картах 16, 17 или 18 века это цветущий край с крупными городами? Причем эти карты считаются исторически достоверными. Вот карта Африки 1688 года. Наложим ее на современный космический снимок выжженной пустыни. И что мы видим? Обилие рек, городов, побережье очень густо населено, и в центре пустыни много населенных пунктов. Причем таким же значком на этой карте выделен Каир, то есть города внутри пустыни крупные. Сейчас мы про них ничего не знаем. Вот еще одна карта датируется 1575 годом. Здесь все аналогично. Реки, озера, города. Вот еще одна карта 1500 года. Или вот эта карта 1502 года. Здесь вообще в центре современной Сахары изображен зеленый лес с сочной травой. А это карта Африки Генриха Бантинга, 1581 год. Здесь чуть поменьше всего, но и сама карта менее детализирована. А вот эта подробная карта голландского картографа Вильяма Блау датируется 1642 годом. Есть еще карты, но приводить их смысла нету.
Ведь везде примерно одна и та же картина, которая примерно соответствует как минимум африканской саванне, а совсем не выжженной пустыне, которую представляет Сахара сегодня. Есть, конечно, вариант, что эти карты 16-17 века были срисованы с более древних, и именно эти карты и отражали древнюю Сахару, но это тоже одно из предположений. С 16 по 17 век значительно увеличились осадки вдоль тропической границы, в самой пустыне и, возможно, в ее северных районах. В 19 веке климатические условия вернулись к тем, которые похожи на текущие. Однако такое объяснение, кажется, создано специально, чтобы объяснить такие аномальные карты с цветущей Сахарой, и невозможно проверить, действительно ли это было кратковременное отклонение от нормальных условий, или как раз-таки Сахара всегда была такой зеленой. Свой современный облик на географических картах Сахара принимает уже в самом конце 18 века и даже в начале 19-го, когда уже весь центр Северной Африки начинает изображать засыпанным песком. Кстати, на средневековых картах отсутствуют изображения пирамид Древнего Египта. Странно, не правда ли? Можно подумать, что им не придавали значения, или, может быть, их еще не успели внести в проект под названием «Мировая история». Впрочем, это, наверное, тема для отдельного выпуска. Давайте посмотрим вот на что. Если есть города на картах, то от них хоть что-то должно было остаться. Так и есть. Развалины больших древних городов не редкость в Сахаре, что вы можете видеть на данных фотографиях. Это руины древнего города Тимгат на севере Сахары, а это то, что осталось от древнего города Гарма. Такого рода руин довольно много, и их количество и размеры подтверждают, что нет никакого смысла возводить подобную урбанизацию в бедной ресурсами пустынной местности, где караваны верблюдов пересекают барханы в поисках ближайшего оазиса с несколькими деревушками. Но кто же построил все эти города? Пожалуй, самое необычное чудо Сахары, одна из главных загадок планеты, находится в Мавритании. Это уникальное геологическое образование, хорошо заметное даже из космоса, носит название «Глаз Сахары» или структура Решат. Оно представляет собой серию огромных концентрических колец и имеет диаметр около 50 километров. Объект получил мировую известность после того, как был обнаружен в 1965 году с борта пилотируемого космического аппарата Gemini-4. С тех пор ученые ищут ответ на главный вопрос: какова же природа этой структуры? Если это место падения древнего метеорита, то где сам кратер и почему не обнаруживаются следы удара? Если это жерло потухшего вулкана, то почему полностью отсутствуют вулканические горные породы? Альтернативные исследователи приводят такие факты. В этом районе каменистая местность оплавлена, как после взрыва огромной мощности, вроде ядерного. Посмотрите на это. Верхний слой обожженных камней, а ниже слой светлого камня. На других фото камни с верхней стороны оплавлены, а с нижней имеют светлый оттенок, что однозначно говорит о мощном излучении во всех спектрах пришедшего с одного направления. В терминологии современных военных для образования подобной по размеру воронки необходим взрыв, который приблизительно можно оценить 200-250 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения, при взрыве «Царь-бомбы» в 1961 году с ее 50 мегатоннами запустился мультипроцесс, при котором мощность увеличилась до 58 мегатонн. То есть в термоядерный синтез начала вовлекаться материя окружающего пространства. Пошла опаснейшая цепная реакция, в результате которой начал гореть сам воздух. И никто не знает, почему тогда этот процесс остановился. Дело было так. Сначала боезаряд был смонтирован мощностью 100 мегатонн, но в последний момент демонтирован и переоборудован на 50. Возможно, именно потому, что опасались мультиэффекта, который тем не менее все равно произошел. А теперь представьте, что подобный процесс с выгоранием части атмосферы произошел именно тогда, когда появилась воронка Решат. Выгорание атмосферы, разрушение городов и целых цивилизаций, появление огромной пустынной области произошло в мгновение по геологическим меркам. Среди песков Восточной Сахары
особенно в районе Великого песчаного моря, встречаются удивительные образования – куски желтовато-зеленого, почти прозрачного стекла. Это либийское пустынное стекло – одно из самых загадочных и редких природных веществ на Земле. Либийское стекло представляет собой высокоточный кремнезем, почти 98% диоксида кремния. Внешне напоминает обсидиан или расплавленное стекло. Фрагменты его варьируются по размеру от мелких осколков до кусков весом в десятки килограммов. Находят их исключительно в пустыне между Египтом и Ливией на площади около 6500 квадратных километров. Происхождение этого стекла до сих пор остается загадкой, но существует несколько гипотез, включая такие неинтересные, как удар метеорита или кометы, воздушный взрыв, аналог Тунгусского события, которое, кстати, тоже не является подтвержденным, и, наконец, следы древних ядерных или техногенных процессов. Вполне возможно, что те цивилизации, которые процветали в древности на Земле, уже имели доступ к ядерным технологиям, которые могли превосходить современные на порядке. Кстати, древние египтяне знали об этом стекле. Один из самых известных артефактов – скоробей в центре нагрудного украшения Тутанхамона вырезан из либийского стекла. Это свидетельствует о том, что оно использовалось как драгоценный материал уже тысячи лет. Исследования показали, что в образцах стекла присутствуют следы циркона, минерала, который под воздействием температуры трансформировался в баделиит, явление, наблюдаемое только при температурах выше 2000 градусов по Цельсию. Аналогов либийскому стеклу практически нет. Похожее стекло обнаружено лишь в нескольких местах на Земле. Несмотря на десятилетия исследований, точное происхождение либийского стекла остается загадкой. Это делает его не только ценным объектом для геологов, но и источником вдохновения для любителей тайн древности и возможных забытых технологий. И кто знает, возможно, это стекло действительно является реликтом какой-то техногенной катастрофы древности. Еще одна древняя загадка Сахары, которая не оставляет шанса критикам и скептикам, это каменные лабиринты и древняя геометрия. Сахара, несмотря на свою кажущуюся безжизненность, это кладезь следов древней человеческой деятельности. Среди загадочных артефактов особенно выделяются геометрические структуры из камня, которые покрывают сотни километров в малоизученных уголках пустыни. Их часто называют каменными лабиринтами, кругами, линиями или мегалитами. Наиболее известные регионы с геометрическими образованиями располагаются в Таселин-Аджер в Алжире, Плато-Месак-Сеттафан и Гарманская область Ливии. Также Гильф-Кибир в Египте, регион Агадас и Аир в Нигере и Сахель на границе с Мали. Большинство из этих сооружений находятся в чрезвычайно труднодоступных зонах, где почти нет дорог и инфраструктуры. Их удалось обнаружить благодаря спутниковым съемкам и экспедициям последних десятилетий. Среди них различные каменные круги и спирали, каменные линии и дорожки, также геометрически сложные формы. Кто же их построил? По самым скромным прикидкам, эти сооружения не принадлежат известным историческим культурам вроде древних египтян или римлян. Возраст оценивается минимум в 6-7 тысяч лет. То есть они предшествуют даже строительству пирамид, согласно официальной истории. Существует гипотеза, что в Сахаре могла находиться одна из колоний Атлантиды. Эта идея основана на различных источниках, включая древние тексты и археологические находки. В диалогах Платона упоминается, что Атлантида имела колонии в Европе и Африке по побережью Средиземного моря. Это позволяет предположить, что атланты могли основать поселения в Северной Африке, включая территорию современной Сахары. Некоторые исследователи считают, что после гибели Атлантиды ее колонии продолжили существование. В частности, упоминается народ гарамантов, который мог быть потомками атлантов. Гараманты создали свое государство в районе современного Ливийского плато, что соответствует возможному расположению колонии Атлантиды.
Гипотеза о существовании колонии Атлантиды в Сахаре остается предметом обсуждений и исследований, хотя прямых доказательств, конечно же, никто не предоставит. В том числе, в этом контексте следует также рассмотреть и Египет как одну из возможных колоний Атлантиды, потому что уровень технологий, с помощью которых построены пирамиды и многие храмы, просто запредельный и на сегодняшний день недоступный современным ученым. Даже если посмотреть на самые известные достопримечательности этой страны, такие как Великая пирамида в Гизе, то следует учесть, что она построена с невероятной точностью. Погрешность сторон менее 1%. Это соответствует инженерному уровню 20 века. Вес каждого блока от 2 до 80 тонн. Некоторые блоки подняты на высоту более 60 метров. В пирамиде нет следов копоти, неизвестно, чем ее освещали внутри вообще. Географическое расположение. Она почти идеально ориентирована по сторонам света, и ее координаты соответствуют числу пи и золотому сечению. Храм в Абу-Симбеле вырублен в цельной скале с идеальной симметрией. Проектирован так, что 2 раза в год солнечные лучи проникают в зал и освещают статуи божеств. Точный расчет движения Солнца на протяжении тысячелетий. Эрозия тела сфинкса, по данным геологов, например, Роберта Шоха, указывает на возраст, который превышает официальные данные, когда в Египте еще не было пустыни, а климат был тропическим. Это ставит под сомнение традиционную датировку и допускает возможность, что сфинкс предшествует египетской цивилизации, возможно, как наследие более древней культуры. Но чтобы предоставить больше аргументов, нужно снимать отдельный видеоролик по Древнему Египту, потому что обилие фактов зашкаливает. Дорогие друзья, обязательно напишите ваши комментарии, отражающие ваши мысли по тем фактам, которые вам были предоставлены. Также обязательно подпишитесь на телеграм-канал, потому что там выходят эксклюзивные материалы. Ссылка на него в первом закрепленном комментарии под видео. Ну и не забывайте ставить пальцы вверх и делиться видео со своими друзьями. Всем пока!